Всем привет! Это продолжение, вторая часть видео 1.3.2.4. Главная основа профессионального тенниса. В этом видео я пробую показать, как shot selection влияет на принятие решений в той игровой схеме, которую мы показывали. То есть я не буду возвращаться к зонам, в которые это заканчивают игроки высокого уровня, но я попробую показать четкость разницы выбора ударов и как она влияет на точность ударов. То есть мы говорили о том, что эти удары должны быть быстрее, чем скорость ног, и направлены в те 5 зон, через которые наиболее часто заканчивается розыгрыш, когда он построен по системе 1-3-2-4. И я пробую показать, насколько важно очень четко по мячу определять, каким ударом надо нанести удар в ту или иную зону. Представим какой-то пример, да? Попробуем его свизуализировать. Я обязательно найду розыгрыши в интернете, постараюсь, подобного розыгрыша. Но представим какую-то очень хорошую подачу, типа как первую, да, влево, или с моей любимой пронацией, которая летит очень широко влево, или с киком, да, которая открывает угол нам для атаки справа. И вот после этого движения игрок направляет нам мяч вправо. И, например, понятно, что надо играть диагональ, но я покажу примером, что та же диагональ, да, она играется совершенно по-разному. То есть, если эта зона находится вот та, да, которая находится для косого кросса и для диагонали где-то чуть дальше, примерно вот здесь, вот на другой стороне, то, опять же, выбор удара в эту зону будет основан на высоте. Можно сыграть туда как минимум 3 способами. То есть, если мяч выше, да, то это бред его крутить в ту зону. То есть, если мяч выше, он заканчивается через удар открытой стойкой. Если мяч ниже и двигается достаточно быстро, то можно закончить его через косой кросс. Если мяч критически низко и далеко, опять же, зона это останется, но заканчивать это надо через реза. Вот такой маленький и тоже с другой стороны большой пример shot selection. Да? То есть мы видим зону, в которую мы должны заканчивать комбинацию после выбивающей подачи. Но выбор удара основан на высоте, скорости мяча, успеваемости наших ног к мячу и, опять же, степени контроля мяча. То есть что вы лучше контролируете. Где-то в отдельных ситуациях, наверное, можно сделать паузу, да, и, потеряв высоту, приобрести время, когда вы уже увидели, что человек среагировал. Но это я попробую рассказать чуть позже. Почему я поделил именно так, да, то есть потому что вариативность кисти достаточно низкая здесь, то есть косой кросс здесь чувствоваться не будет. Для всех, кто играл, я думаю, это понятно. Здесь гораздо легче прижимать мяч. Конечно, где-то по системе Алькараса, наверное, на сильно высоком мяче можно где-то сделать и какую-то такую сброску резаную. Это тоже возможно сделать, но это скорее больше исключение из правил. Если мяч ниже, то его гораздо легче крутить, чем бить, так же, как высокий легче бить, чем крутить. И если мяч уже ушел настолько низко, да, что вопрос уже не стоит об участии кисти, то это уже должна быть резаная хватка. Вот примерно такие критерии оценки я использовал бы в этом моменте shot selection. Тоже касается левого удара, за исключением того, что он не будет делаться, да, в открытых стойках. То есть если мы, например, сделали косую подачу вправо, мы подали подачу, да, она нам открыла корт, и подача попала плюс-минус нормально, мы опираемся, если мы завершаем диагональю, выбор основан на высоте мяча, скорости и удаленности мяча. Скорость сейчас еще нет, но попробую показать, что делается примерно на пустых мячах. Да? Как во всех этих видео мы эти удары показывали, которые мы используем сейчас в shot selection, они у нас есть. Это атака на высоком мяче слева через прыжок. Если у нас нет высоты, но опять же угол остается, то это косой кросс. И если у нас нет высоты настолько, что мы вообще не говорим о том, что мы можем использовать крученый удар, это в редчайших случаях, но, наверное, все-таки это возможно, да, где была хорошая косая подача, каким-то
коротким блоком принял игрок, и мы вкатываемся в мяч и играем ту же зону через резанный удар. То есть вот простой пример шот-селекшена с двух сторон, когда высота мяча влияет на выбор удара. Теперь перейдем к более скоростным ударам. Как на них работает 1-3 и 2-4, да? Разница закрытой стойки, открытой, пробегая, до ворота и отвала. Как эти 4 удара, самые часто используемые из тех, что мы видим по телевизору, влияют на ту или иную комбинацию. Я уже это объяснял в моем видео про Патрика. Это не так раскручено, как у него left и right eye, но тем не менее это очень просто. Я думаю, любому человеку, который склонен анализировать то, что он делает, это легко понятно. Например, смотрите, мяч медленнее, да? Мы бежим в сторону к мячу, и на момент подбегания к мячу мы имеем пустоту между нами и мячом. И эта пустота может быть заполнена ногами и руками. И места у нас для этого достаточно. Слева это вообще гораздо чаще, чем справа. Это всегда закрытая стойка. Например, для игрока, который играет, он тоже это прекрасно понимает, что, например, для игры по диагонали мяч должен быть дальше, чем для игры по линии. И если мы, опять же, накладываем мой левый удар на первую косую подачу, которой мы выбили игрока, и подали ее в первый квадрат, то при левом ударе, который мы делаем, для того, чтобы получить мяч дальше от себя, мы должны встретить его дальше. И у нас должно быть это место. Если это место у нас есть, должна быть закрытая стойка. Она будет мощнее, чем открытая всегда. Возьмем пример мяча, в котором у нас нет этого места, и попробуем вставить ту же закрытую стойку. Да? То есть мы прибегаем к мячу, у нас нет этого места, мы ставим закрытую стойку, за счет этого заносим мяч за себя, про диагональ забываем вообще и, скорее всего, посылаем мяч в боковой аут даже по линии. Поскольку здесь была ошибка именно в shot selection, что игрок неправильно выбрал движение на мяч, который двигался быстрее. Здесь, да, если мяч не имеет огромного ухода, но имеет большую скорость, не позволяющую ставить закрытую стойку, здесь используется удар до ворот. И мы отсутствием правой ноги вперед даем рукам возможность выйти вперед. И поскольку мяч ближе и скоростной, нам не надо столько скорости, сколько на пустом добавлять своей. Мы можем использовать скорость мяча, отвечать его назад. И этот удар делает любой сегодняшний современный теннисист. Джокович, Алькарас, Надаль делал когда-то. Его делали все. Он не так часто используется, наверное, практически не используется игроками, которые делают одноручный бэкхенд, они больше перешагивают ногой. Но двухручный его делают поголовно все. Касательно любого движения слева в открытой стойке, на мяче, который уходит сильно в сторону. У каждого, естественно, есть свое преимущество, и на мяче, который двигается в сторону, если мы делаем удары в открытых стойках, можем сделать и в закрытых. Я объясню, когда делается то, когда делается другое. Есть разница ударов, да? Опять же, у каждого есть свое преимущество и свой недостаток. У закрытой стойки есть больше скорости, да? Например, у открытой есть больше пространства, когда мы можем вытянуть руки и использовать чужую скорость. Естественно, если мы сделаем это на пустом мяче, то это будет недостаток, отсутствие скорости. Чем отличается, например, доворот и прыжок слева? Он отличается шириной, которую мы перекрываем на корте. То есть, если у мяча нету огромного угла ухода, да, и просто есть большая скорость, скорее всего, это где-то вот эти вот зоны, если мы бежим от косой подачи, да, то здесь спокойно может использоваться доворот, и его хватает. Но если вы в конце своего бега все еще видите, что мяч находится очень далеко, доворот невозможен. И вот здесь, с того же положения, с которого можно сделать доворот, здесь уже используется слева, пробегая. Это не так часто используемый удар в теннисе, да, вот этот, в современном. Очень гораздо чаще используется доворот, но тем не менее этот удар есть, и я попробую его показать. И как говорила мне одна
девочка, которая мне когда-то казалась вменяемой, что это все мальчуковый теннис, что девочки так не делают. Ну, общение с ней я закончил, когда я показывал ей на паузе девочек, да, которые прыгают в таких же ударах, как и мальчики, и все эти удары существуют и у девочек, и у мальчиков. То есть не делите теннис, что кто-то прыгает, мальчики прыгают, а девочки не прыгают. Все эти игроки, они используют эту же систему, да. Чем отличается тот же шаг, доворот от прыжка? Я пробую просто это показать. То есть, например, если мы делаем, да, ставим ногу на одну линию, вот я ее показываю, делаем шаг в сторону, даже максимально широкий, и вытягиваем руки. Вот такой вот кусочек мы закрываем, да. Если мы на эту же ногу пружиним и прыгаем на правую ногу и опускаем руки, то есть, соответственно, мы выиграли расстояние в ракетку. Я не знаю, какая длина ракетки, но, по-моему, около метра, наверное. Вот такой кусок дает длинный прыжок. То же самое касается правого удара. На правом ударе, пробегая, используется гораздо чаще, чем на левом. Это необычайно мощный удар в открытой стойке. И точно так же делится при ударах справа. Если удар слабее, и у нас есть время, это закрытая стойка, и мы разгоняем мяч, добавляя скорости мячу. Если удар быстрее, да, и мяч настолько быстрый, что он не позволяет нам вставить ногу, а сама нога заберет возможность руки выпрямиться, то лучше использовать доворот. Если мяч необычайно далеко, и мы видим, что даже при постановке открытой стойки доворота и шага не хватает, мы используем самое длинное движение, которое возможно при ударе справа. Я называю удар пробегая, им феноменально владел Пит Сампрас. Из таких маленьких тонкостей, да, которые существуют при ударе справа, где-то, да, где, допустим, мы играли в корте, и, например, при постановке ног при довороте у нас не было возможности даже ставить ногу в сторону, чтобы получить мяч впереди. Доворот может спокойно выполняться под отрицательным углом. То есть вы, когда ставите ногу, вы задаете довороту направление, и вы можете скрутиться по диагонали назад. И таким образом, опять же, вы дадите себе немножко больше места. То есть я покажу пример, да, то есть я ставлю вот здесь ногу в сторону, и я могу ударить только линию. Ну, например, я бил линию, да, и мне ответили с линии чуть-чуть глубже, чем мои ноги. И я понимаю, что, во-первых, это должен быть доворот, а во-вторых, мне надо сыграть его по диагонали. И я делаю шаг назад, за счет этого получаю какое-то место, при котором моя ракетка может выпрямиться настолько, что задать угол по диагонали, и скручиваюсь по диагонали. Точно так же это делается при ударе слева, да. Если нам, допустим, нужна здесь вот на вот этом расстоянии линия, это может быть нога в сторону, и для линии места хватает. А если вот на этом же мяче мне, например, нужна диагональ, и у меня нет этого места, я могу ногой задать угол под доворот чуть-чуть больше, таким образом провести руки вперед, и тоже скручивание в довороте сделать по диагонали назад. Я думаю, что многие игроки это делают, но делают это не задумываясь. Теперь касательно еще одного выбора, да, shot selection, который используется аж бегом во всех этих комбинациях 1, 3, 2, 4, это отвал. Это не такое популярное решение, опять же, мы показывали это видео, но, наверное, не так подробно я в нем объяснял систему использования, больше объяснял техническую составляющую, как научиться просто отваливаться. Объясню, как это работает и для чего нужен, опять же, тот же отвал. То есть, когда мяч настолько плотный, что мы не можем даже доворот сделать на месте, и настолько быстрый, что с этим шагом нас просто унесет назад, делается отвал. Его тоже делают все игроки сегодняшние, находящиеся в топе. Может быть, не так часто его делает Циципас, он слишком часто садится назад. Остальные игроки, которые сегодня находятся в туре, которых я видел, практически в любом хайлайте, в любых матчах, все отваливаются аж бегом. То есть это поголовно у всех присутствует, и эти моменты не составляют труда найти. Что это дает? Опять же, это дает определенный угол. То есть если у меня стоит задача, да, допустим, там, попасть, я сделал косую кик, да, выбивающую подачу, и мне пробили с нее линию, и я прекрасно понимаю, что после пробитой линии мне надо бить диагональ. Но мяч настолько близко, что я не могу себе обеспечить диагональ. И я, убирая ногу под отвал, используя скорость мяча,
могу, раскрутившись назад, придать этот угол мячу. Отличие отвала по диагонали и по линии, я показывал его в видео отвал, но могу показать здесь еще раз. Если вы валитесь на линию, то ваша левая нога в отвале не крестится за правую, она сохраняется более линейно. То есть вы прыгаете в прямую, да? Если вы хотите отвалиться по диагонали, то направление вашей ноги, которая падает назад, диагональное. То есть, например, становится правая нога, и левая поворачивает вас больше. Я глубоко убежден, что вот эти все комбинации 1-3 и 2-4, они основаны именно на самом мастерском использовании shot selection. Что для такой точности ударов на тех скоростях, на которые они делают, есть совмещение процессов. Есть огромная составляющая техническая, как четко сделан этот удар, и огромная составляющая именно shot selection. Насколько правильно выбран удар, который надо было использовать в той или иной ситуации. У каждого удара есть свой плюс и минус, да. У всех, наверное, открытых стоек все-таки, несмотря на то, что это самый мощный удар из присутствующих, который делается там в довороте, есть недостаток скорости по сравнению с закрытой, которая проходит вперед. А, наверное, она не будет такой мощной. Но, естественно, если делается открыто, то, скорее всего, она делается по мячу, который тоже двигается быстрее. И встречная скорость за счет этого приобретается самая быстрая. Вообще, из самых важных ударов, которые в теннисе присутствуют, это открытая стойка. Почему я считаю, что открытая стойка самый важный удар? Потому что он самый мощный из самых часто использованных. Я даже смотрел видео, самые мощные удары, по-моему, самый мощный форхенд там был выше 160 километров, да? То есть определенные там девочки, наверное, даже подать не могут 160 километров в час. Но можно сказать, что подача гораздо мощнее, и смеш, наверное, местами мощнее. Но сколько раз подается подача? Ну, пускай даже если вы играете сет, да, в котором там 8 розыгрышей было на вашей подаче в среднем в гейме, да, и сет закончился 7-6. Вы подавали 6 раз, да, 8 розыгрышей, это, грубо говоря, 48 раз вы подавали, и на тайбрейке вы сыграли, пускай еще 14 очков, из которых 7 вы подавали. 48 плюс 7, 55 раз вы подавали. А открытую стойку вы можете ударить 4-5 раз за розыгрыш. Вдумайтесь, какой объем ударов будет нанесен в открытой стойке. И если такая статистика, как была показана на Australian Open, показывает, что Джокович может в среднем наносить удар выше 135 км в час скоростью с форхенда, по-моему, эта статистика была даже побита им на финале НИТа с Синером в Турино в 2023 году. Я думаю, все вопросы, да, остальные лишние. Плюсы и минусы паузы при использовании этой комбинации 1-3, 2-4. Что дает пауза? Время. Что отнимает? Скорость. Например, да, мы подали какую-то подачу или показать с другой стороны. Мы сделали хороший прием, и у нас другая сторона, очевидно, открыта. То есть мы можем бить в другую сторону и, в принципе, заканчивать. Но можем сделать паузу. Как это работает? Да? То есть, например, когда мяч при отскоке был на высоте, на которой было не критично ее потерять. Например, делать удар вот здесь лучше, но и... Еще раз. Делать удар вот здесь лучше, но и вот здесь игрок нормального уровня спокойно может сделать удар. И вот момент падения высоты отсюда до сюда можно спокойно проводить паузу. Естественно, ни одна пауза не делается на месте. То есть мяч был здесь, он не находится, как у меня в руке, и не двигается только сверху вниз. То есть мяч продвигается и сверху вниз, и еще и вперед. И за время паузы, которую мы держим, да, нам надо все время сопровождать мяч ногами назад и делать его удобным. Мы потеряем скорость, но если делать паузу грамотно, и очень многие игроки очень грамотно ее тянут, то таким образом мы дожидаемся момента вот этого вот шага, да, который нарушает уже правило, что надо бить быстрее, чем скорость ног, на расстояние, которое длиннее, чем скорость ног. Мы просто наносим удар в другую сторону, поскольку уже вес тела был перенесен в другое место. Когда бы я не рекомендовал делать паузу, да, это когда мы за счет паузы переходим в высоту, которая уже критическая до удара. И вот здесь уже просто сложность удара настолько большая, что тяжело в нее попасть, самим ударом попасть в корт. Поэтому, опять же, диапазон высоты, позволяющий делать паузу, может снизить скорость удара, который мы будем наносить, потому что мяч потеряет свою скорость, и мы уже будем бить по мячу, который не будет иметь столько скорости, то есть придется добавлять больше своей. Но за счет этой паузы можно добиваться уже открытого участка, в который не надо так сильно бить.
Это плюсы и минусы паузы, которые тоже многие игроки используют при завершении этих комбинаций. 1-3, 2-4. Что еще надо совместить с паузой, да? Не знаю, многие игроки об этом думают, но я думаю, что в процессе игры не так много об этом думают, но тем не менее 100% это должно быть. Что когда вы опускаете мяч, да, вы все время должны работать периферийным зрением. Когда мяч идет вниз, помимо того решения, которое у вас есть в голове, вы хотите обмануть человека. Вы должны понимать, повелся ли человек на эту паузу, да? То есть сделал ли он то движение, ради которого вы тянули паузу. Пошел ли он в ту зону, которую вы показывали. Например, когда-то я не владел какими-то супер комбинациями, но один из ударов, который у меня плюс-минус получался, это обратная диагональ, да? И я делал так. Я заходил в корт чуть ближе, когда мяч мне это позволял, и мяч был высокий. То есть, в принципе, по этому мячу я мог там хоть как-то ударить. И я подпускал мяч ближе к себе, таким образом игроку полностью показывал, что мяч я могу ударить только обратным кроссом. Но постановка ног у меня была в открытой стойке, но полностью закрыта под обратный кросс, то есть более закрытая, чем открытая стойка обычная. И когда я терял высоту, мяч не опускался вертикально, он опускался вертикально с движением назад, он становился дальше. И вот в этот вот мяч на спуске, да, у меня практически было положение ног под отвал. И я выталкивался и пробивал линию. То есть таким образом на замахе я поднимал игрока, провоцировал его на движение на обратный кросс. Я видел его движение на обратный кросс, и уже по спустившемуся мячу, естественно, я не мог наносить сильный удар, но за счет того, что игрок переносил уже вес тела, мне хватало обычного отвала по линии. Для тех, кто внимательно смотрел это видео и кому интересно попробовать, как тренировать этот shot selection, да, поскольку если мы говорим об 1, 3, 2, 4, то есть это практически все время скоростные мячи, которые надо доигрывать в другую сторону точно. Я бы делал с самого начала, это простое упражнение перевода из стороны в сторону, да, то есть, например, это может быть удар по диагонали, и вы переводите по линии, либо по линии, ввод мяча с корзины и перевод по диагонали. Что очень важно в этом упражнении? Не оценивать с точки зрения только ошибки и попадания. Изначально проговорите с игроком, как он воспринимает ситуацию. Если у вас игрок, который на вот такой вот мяч ставит левую ногу в закрытую стойку, ему не надо объяснять, как надо бить диагональ. Ему надо просто объяснить, что высокие мячи играются в открытой стойке. Если у вас игрок, который на пустом мяче пытается сыграть в открытой, опять же, ему не надо объяснять, как бить диагональ. Начните с объяснений, что это самое главное, если человек владеет и той стойкой, понимать, как выбирать удар, на основе чего делается выбор. То есть вы создаете мяч рукой в начале, да, вы бросаете где-то мяч, просто пустой, игрок стоит на задней линии, он бьет закрытую стойку. Бросаете быстрее, но без большого ухода в сторону. Это делается доворот. И бросаете в полную ширину. И здесь делается открытая стойка, пробегая. Создаете эти ситуации руками. Изначально объясняйте игроку. Да? То есть между тобой и мячом пустота. Пустота заполняется ногами. У мяча есть скорость, не критическая скорость, если мы говорим о левом ударе. Но нет места для закрытой стойки, используется доворот. У мяча есть скорость и уход, используется открытая стойка, пробегая. Создайте эти мячи хотя бы руками. Переведите игрока на ту сторону. Бросьте ему эти 3 разных мяча на выбор. И после того, как вы эти мячи ему бросили, попробуйте перейти уже на другую сторону, если все продвигается четко, и создать, например, 3 разных мяча. Создайте ему уход в сторону пустым мячом, где он должен заканчивать в закрытой стойке. Создайте ему уход в сторону плотным мячом, но без особой ширины, да? Если мы говорим о правом ударе, где он может закончить доворотом. Создайте ему мяч, который уходит очень широко углом, который он обязан будет бить, пробегая. И если мы говорим о завершении с форхенда, с правого удара, создайте ему критическую плотность, которая приземляется очень близко к задней линии.
То есть что-то вот такого плана, но оно должно быть без большого очень ухода в сторону, то есть где-то удобнее даже чуть ближе к центру кидать, которая заставит его отваливаться. И обязательно в этом упражнении оценивайте с точки зрения того, как игрок выбрал удар. То есть, если удар выбран неправильно, он не может быть никогда точным. Если игрок собирался бить с этого мяча диагональ и поставил левую ногу на закрытую стойку, когда надо было бить открытую, ударил линию, здесь сложно объяснять, как бить в открытой стойке. Здесь надо просто объяснить, что это неправильный выбор удара. И всех игроков, которых мы видим по телевизору, этот выбор безукоризненный. Имитируя выход с 1-3 или 2-4, перевод должен быть основан на нескольких факторах, которые я говорил. На шот-селекшене и на скорости удара, превосходящую скорость ног. То есть мы поставили зону, примерно как я рисовал внутреннюю букву «П», да, и по вот этим вот мячам, которые я буду кидать, которые будут разной скорости и разной удаленности от соперника, игрок должен сделать так, что вот, например, он мне подал подачу, отсюда пошел быстрый ответ приемом, и он третьим ударом заканчивает. То есть я попробую сымитировать своими бросками мяча прием, а он сымитирует третий удар. То есть первое — это shot selection, должен быть правильно выбран удар на мяче, который летит к игроку. И второе, уже техническая составляющая этого удара, насколько качественно он был сделан, если он был правильно выбран. И третье место занимает скорость выполнения этого удара. Если он сделан слабо, это бессмысленно для отработки 1-3, 2-4. Например, первый мяч, который я кидаю, он имеет угол ухода, но не имеет скорости, и в него можно спокойно ставить закрытую стойку и заканчивать его закрытой стойкой по линии. Oh, tennis from that nation. Второй мяч быстрее, он не позволяет поставить левую ногу, но не имеет огромного угла ухода. Он заканчивается доворотом. Second. Третий мяч уходит сильно в сторону, и ширины доворота не хватает. Здесь надо использовать, пробегая. И четвертый вариант, да, который используется справа, его нету как ударов слева отвал. Это мяч должен быть послан максимально близко к игроку, и у этого мяча должна быть достаточно скорости, чтобы игрок, падая назад, мог использовать скорость мяча как контратакующее действие. И у этого мяча должно быть настолько быстрое продвижение, которое не дает игроку возможности даже играть на месте, которое заставляет его двигаться назад. Это должно быть сделано естественно, чтобы игрок не учился падать на мяче, который не падает. Run. Get 4. Это было второе видео из серии видео 1.3.2.4. Я видел, что зрителям понравилось это видео. И если вы хотите продолжение этого видео, пожалуйста, покажите реакции. 400 лайков, и мы снимем продолжение этого видео. А также я покажу самое такое сокровенное, что, мне кажется, надо сделать в обучении этой программы. Это принятие ошибок и психологическую составляющую самого тренировочного процесса. Что если вы играете на больших скоростях, если вы приближаете мяч к острым зонам, и ошибка здесь неминуема. И восприятие ошибки очень сильно влияет на качество выполнения этих ударов. Подписывайтесь на канал и не старейте на корте.